Братишки и сестренки, с ростом цены на премиум аккаунт и, к сожалению, многочисленные безрезультативные попытки разрабов как-то стабилизировать цену на золото и тот самый прем, возросло количество вопросов в ЛС Дискорда от новичков, а насколько же важен тот самый премиум статус аккаунта в Альбионе. И сейчас мы с вами это разберем наглядно. Сразу предупреждаю, ролик будет информационно-аналитическим. Простыми словами, для моей фанатской группы тролляшков будем ныть на нытье. Ведь они не знакомы, к сожалению, со значением слов информационный и аналитический, которые весьма далеки от них. Если вам интересна и нужна информация о создании стартового капитала с нуля, а также простых и понятных способах заработка на премиум, который упорно не желает падать ниже 30 лямов, несмотря на все порезки лута от разработчиков и их, так скажем, старания, плейлист на моем канале под названием «Способы заработка» поможет вам в этой все более усложняющейся задаче для новичка и нового игрока. Ссылочку на который я оставлю в описании. Всем позитивного времени суток, вы на канале EvilFluff, и мы начинаем. Сразу хочу сказать, в виде спойлера, премиум важен для крафтеров всех видов, а также фермеров и животноводов. Как ни крути, но с премиумом будет выходить всегда больше, эффективней и прибыльней. А вот если вас интересует PvP всех направленностей, особенно если вы соло/дуо игрок и ваши активности Карапты, Врата Ада 2 на 2 и Мгла с глубинами, то тут можно смело обходиться без према, поскольку лут в сундуках зависит полностью от рандома на данный момент. Конечно, если он у вас вообще будет в конце, после боя. Спасибо ребятам за скрин. И заработок по большей части идет с противников. Конечно, из того, что не трэшнулось. Речь о луте с противников можно заводить только в том случае, если у вас не происходят бои в таких активностей, как у меня на фоне, что вы видите сейчас. Но есть простое решение минимизировать негативные эмоции от Альбиона и повысить свои шансы на успех в PvP. Просто черный экран, я все не вижу эту игру. К сожалению, часто в последнее время возникают проблемы с подключением к Альбовусу онлайн. Особенно раздражают реконнекты и вылеты посреди PvP боев и частая недоступность сервера в целом. Для всех данных проблем есть одно простое решение – Lagafast. Эффективная и интуитивно понятная в управлении программа, что поможет решить не только проблемы со сбоями подключения к серверу и высоким пингом в игре, а еще и предотвратить потерю пакетов. Вдобавок, поможет еще и повышать FPS в играх. А наличие переводчика игр в один клик позволит открыть для себя новые игровые миры и просторы, которые не были доступны раньше из-за языкового барьера. Переходим по ссылочке в описании и скачиваем Lagafast. Распаковка и установка займет в среднем 20 секунд. Входим под любой учетной записью с ВК или Google. Нам дадут 3 часа бесплатного теста, чтобы познакомиться со всеми функциями и преимуществами, что Lagafast предоставляет. А удобная функция поиска установленных игр на компе упростит процесс добавления их в саму программу для ускорения. Осталось только оптимизировать соединение и ускорить Альбион. Для этого выбираем сервер, на котором играем. И при помощи смарт-ускорения можно сразу подключаться через рекомендованный узел с наименьшим пингом. В дальнейшем будет подключаться все через него сразу. К стабильному подключению к серверу мы получим еще и снижение пинга, а наравне с уменьшением потери пакетов PvP лишится неприятных сюрпризов для нас. Есть встроенный ускоритель FPS, если возникнет проблема с кадрами. Возможность выбора нужного нам IP. И вдобавок ко всему Lagafast обладает кроссплатформенностью и подходит для ПК, консолей и мобильных устройств, работая со всем перечнем доступных игр на данных платформах. Весьма удобна возможность выбора игровой площадки в отдельности, работу которой мы хотим ускорить. К примеру, Steam. Сама же подписка стоит недорого, и чем больше подписной период, тем меньше стоимость. А введя промокод EVIL, вы получите скидку в целых 30%. Таким образом, годовая подписка обойдется всего в $31, а месяц всего лишь в $3. Ведь сэкономленные нервы и наше спокойствие с уверенной игрой стоят куда дороже. Пользуюсь и всем доволен, особенно с записью PvP боев для роликов. Для начала определимся, какие бонусы будет давать нам премиум аккаунт. Покупая премиум, мы получаем возможность покупать себе острова в городах. В игре можно купить премиум за серебро и золото на 1 месяц, 3, полгода и год. А также, перейдя на сайт игры, мы сможем купить себе премиум аккаунт на 7 дней за $5 и получить возможность купить себе те же острова. Но его можно купить только за реальные деньги. Также дополнительные бонусы от према — это доступ к ежемесячным наградам испытаний. А именно, во-первых, испытания авантюриста. Нам станут доступны и ежемесячные награды, в которые входят рамка аватара, которую мы сможем использовать на своего персонажа, либо разобрать на знаки сообщества, получив 200 жетонов, получить уникального маунта и 4 сундука испытания ежемесячно.
каждый из которых способен нам принести от 120 тысяч до 470 тысяч серебра. Если нам попадется скин, то и миллионы, смотря что за скин нам выпадет. Но в среднем данное испытание будет приносить нам 1 миллион 200 тысяч. У меня за этот месяц вышло 1 миллион 103 тысячи 60 единиц серебра, и книгами интуиции заработано славы на 470 тысяч. Во-вторых, доступ к сундукам за войну фракций. Нам будут доступны 4 сундука: железный, бронзовый, серебряный и золотой, общая прибыльность которых будет варьироваться в диапазоне от 350 тысяч до 980 тысяч серебра, и от 1 миллиона 200 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч славы в книгах интуиции. У меня за этот месяц вышло 372 879 единиц серебра и 1 миллион 200 тысяч славы. И в-третьих, у нас будет открыт доступ к испытаниям Завоевателя с еженедельным большим сундуком Завоевателя 8 тира, что в среднем будет приносить нам в месяц от 1 миллиона 300 тысяч до 2 миллионов 200 тысяч серебра и от 1 миллиона 200 тысяч славы в книгах интуиции. За этот месяц у меня вышло 8 книг интуиции 8 тира и 1 миллион 635 тысяч 750 единиц серебра, без учета сезонных наград. Таким образом, выполняя все активности и фракционные вары, пассивно Прем мне дал 3 миллиона 111 тысяч 639 единиц серебра и 3 миллиона 270 тысяч славы через книги интуиции, что по сути окупает стоимость премиума всего лишь на 10% от стоимости. Очков обучения с премиумом мы получим 30 единиц в сутки, без премиума 10 единиц в сутки при выполнении ежедневной активности авантюриста на сбор 1200 ключей, что выполняется минут за 10 максимум. Таким образом, без према за месяц мы получим 300 очков обучения, с премиумом же 900 очков. Но учитывая, что очки обучения неплохо падают с журнала Альбиона, то быстро выкачать 1-2 билда в сотой мастерке можно спокойно и без премиума. Для комфортного старта игры в большинстве активностей этого более чем достаточно. При том, что книг интуиции 4 тира мы получим одинаково, что с премиумом, что без него. Далее бонус в 50% к славе. Думаю, и так здесь все понятно. Немного ускорит прокачку персонажа. Если с моба падает 1000 славы, то мы получим 1500 и тому подобное. С серебром, что падает с мобов, то же самое. А вот бонус к луту вообще не ощущается, и рандом здесь лютый. Если в вашей активности в основном не голд плитки, а ваданжи и группики с ХЦЕ, то прем вроде как и не ощущается, если честно, от слова совсем. Масса примеров, когда в лагерях, на локациях в сундуках с тайниками, авалонскими дронами и иногда групповыми подземельями без премиума заносило ребятам больше, чем с премиумом. И это не единичные случаи. Потому тут все довольно-таки ситуативно и рандомно. В PvP активностях по большей части заработок с игроков и их билдов. Сундуки либо же стеллажи с книгами, либо рандомный лут. На данный момент слоган Альбиона «Чем выше риск, тем больше награда» абсолютно не работает. Либо я играл не в том месте и не в то время Альбиона. По данным, что собрал не только я, но и помогли ребята, в желтых зачастую бывает профитней фармить, нежели в черных. Ведь нам не нужно опасаться смерти, а лут такой же или даже вкуснее, чем в черных землях. И поймите меня сейчас правильно, ребят, я не агитирую вас сидеть в желтых землях, ни в коем случае. Просто привожу пример, насколько лут может быть рандомен. Далее у нас параметр 50% к добыче ресурсов. Тут все довольно просто и в то же время довольно странно. Либо дает бонус премиум ресурс при сборе, либо нет. По факту же работает своеобразно. На ресурсах 2-3 тиров прокает постоянно и дает по 2 ресурса. Ресурс же 4 тира прокает также постоянно, но уже приносит нам по 1 премиум ресурсу дополнительно. А вот начиная с 5 тира и выше шанс прока все меньше. И также только по 1 ресурсу. Согласен, очень приятно, когда прокает данный бонус на ресурсах с зачарованием, но, будем откровенны, довольно редко. И опять-таки, если вы не собираетесь качать собирашку, то и толку от данного бонуса по сути 0. Ведь 2, 3, 4 тир ресурсов и без премиума собирается вполне себе быстро и комфортно, особенно в сете собирателя. И там постоянно прокает бонус к сбору. К сожалению, на заполнение книг собирателя бонусы от премиума не распространяются. И в сам журнал идет лишь слава без према. А значит, и дополнительный заработок за счет скоростного заполнения книг
нам не видать. Что довольно-таки странно на самом деле. И теперь вот мы и подобрались к истинной сути премиума. Для чего он нужен на самом деле? Это занятие крафтом всех видов, включая перекрафт ресурсов, кулинарию и алхимию, куда и будет тратиться наша фокусировка, а также животноводство и фермерство на островах, что будет получать от премиума бонус не только к урожайности, но и к скорости роста животных. Об этом сейчас и поговорим поподробнее. Но прежде торговля. И тут все довольно просто. Для размещения заказа абсолютно всем нужно заплатить 2,5% от суммы рынку, а также 4% налог на торговлю с премиумом и 8% без премиума. У нас выйдет всего лишь 4% разницы, что также не делает торговлю на рынке кардинально разной по прибыли. Особенно если ваши объемы до 10 лямов. А после достижения оборота торговли в 10 лямов и выше, вам уже по сути все равно на налог, с премиумом или без. Фокусировка начисляется по 10 тысяч каждые сутки и копится максимум до 30 тысяч. При ее активации у нас будет увеличиваться возврат ресурсов на станках при крафте и перекрафте. Но главное это разница в сборе травы и овощей. С премиумом диапазон собираемой растительной продукции будет от 6 до 14 единиц с грядки. Без премиума он падает в половину. И мы собираем уже от 3 единиц растительной продукции, что делает заработок на ней абсолютно невыгодным с учетом докупа семян. Сами же острова при покупке премиума и занятий огородами. 3 острова, прокачанные в 6, будут занимать у нас всего лишь 25-30 минут в день на сбор и посадку урожая, продавая который за 30 дней они способны принести нам еще один премиум и сверху при занятии кулинарией и алхимией способны принести 2 премиума и серебра сверху за месяц. Это касательно окупаемости с непрокачанными мастерками. Животноводство и того будет профитней ролик в работе по данной теме, но только с премиумом. Ведь время роста теленка с премиумом, к примеру, 22 часа. А без премиума 44 часа. Так что вы сами все понимаете. Хорошо хоть потребление корма одинаковое, что с премиумом, что без. Составит всего лишь 18 единиц корма. В итоге хотелось бы сказать, что крафт один из возможных вариантов стабильной экономики персонажа, что позволит ему спокойно зарабатывать на ежемесячный прем, а также любую активность, которой он захочет заняться. Потому для крафта, перекрафта, занятий перекупством, фермерством и животноводством прем нужен для значительного увеличения прибыли. Если вы решили не только прокачать собирателя, но и зарабатывать собирательством ресурсов, то премиум также будет вам желателен и даже крайне важен, я бы сказал. Кроме рыбака, это веселое исключение из правил, что позволит прекрасно зарабатывать хоть с премиумом, хоть без. А если вы твердо решили идти по пути PvP и зарабатывать себе только ним, да еще и основная цель ваших активностей будет караптать с хевгейтами, то забейте на премиум. Толку от него для вас не особо-то и много будет. Если вы только не любитель всяких там рамок, аватарок и визуала. Ну и тут без премиума вполне комфортно можно выкрутиться, благодаря скинам, рамкам и аватаркам у контрабандистов, антиквара и эралии странницы, что обитает во мгле. Это мое субъективное мнение, и оно не претендует на прописную истину. У вас, конечно же, будет свое мнение по этому поводу, что может совпадать с моим, в корне не совпадать с моим, либо частично быть схожим. У каждого из нас будет свой взгляд на любую ситуацию. Это и делает нас уникальными. Пишите в комментариях свои дополнения, предложения и вопросы, а можем там с вами, как всегда, и вовсе просто пообщаться, либо что-то обсудить. К примеру, актуальность премиума. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч! И да, кстати, чуть не забыл, конструктивная критика или дополнение всегда только приветствуют мной. Это и помогает улучшить подачу материала и общий формат роликов в целом. Но если в вашем сообщении в LS Discord, к примеру, все будет опираться только на ваше мнение, без конкретных примеров в моих работах, либо примерах в целом для наглядности обсуждаемой темы, то и диалога между нами, скорее всего, не возникнет, к сожалению. У меня нет времени на пустое словоблудие.